Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В последнее время в новостях можно все чаще услышать такую информацию о том, что правоохранительные органы то там обнаружили и закрыли подпольный колл-центр, то там обнаружили и закрыли другой подпольный колл-центр. И в связи с этим в этом видео я хотел бы рассказать о том, как можно делать атаки по телефону, мотивы, которые есть у злоумышленников, и как от этого можно защититься. И первое, что мы рассмотрим, это первая атака, которая имеет название разведка. Целью этой атаки это собрать о вас как можно больше данных. Да? И в самом простейшем случае создается робот, то есть программный код, который перебирает все номера подряд. Те номера, которые отзываются, тут же сбрасывают. Те, которые не отзываются, собственно, идет дальше. Да? И в результате злоумышленники получают базу данных, да, с номерами, которые рабочие и которые не рабочие. И эту базу данных уже можно, в принципе, продавать на черном рынке каким-нибудь рекламщикам, либо спамерам. Да? На те номера, которые отзываются, можно уже после этого присылать рекламный спам. Если же вы берете трубку, да, то есть сделана атака так, что у вас есть возможность трубку поднять и сказать слово «алло», например, да. После этого связь тоже можно оборвать. Но злоумышленники дополнительно к базе данных, да, рабочих, нерабочих телефонов получают еще информацию о вас. Это ваш пол, ваш примерный возраст, то есть вы подросток или вы зрелый человек, или пенсионер, например. И такую информацию тоже можно продать на черном рынке, но она будет уже стоить дороже. Да? Рекламы уже не будут слать мужчинам информацию о товарах, предназначенных для женщин, да, и наоборот. Если же вы отвечаете, да, то опять-таки, то есть перезваниваете на номер, то опять-таки пометка о том, что вы перезваниваете, ставится в базу данных, это раз. А во-вторых, против вас уже можно реализовать вторую атаку под названием угон телефонного номера. Как эта атака работает? Значит, злоумышленник стимулирует вас сделать 5 исходящих звонков. То есть сделать 5 входящих вам это не проблема. То есть перезвонить с заранее известных номеров вам и 5 входящих звонков за 15 минут у злоумышленников на руках это уже будет. Проблема сделать так, чтобы вы перезвонили, и чтобы эти 5 звонков были на известные номера злоумышленнику. Как это может достигаться? Это можно, допустим, эмулировать плохую связь, какие-то шумы, какие-то обрывы. Да? То есть сделать так, чтобы вы перезвонили. В результате, когда у злоумышленников за короткий промежуток времени, за 15 минут, за полчаса, есть 5 входящих, 5 исходящих номеров, то злоумышленник может обратиться к оператору мобильной связи и сказать, что он хочет карточку перевыпустить, да, по причине того, что тот телефон с карточкой он потерял. И хочется карточку заблокировать и перевыпустить новую. Опять-таки тут есть два варианта. Да? Есть вариант обслуживания типа контракт, где подвязаны паспортные данные абонента. В этом случае атаковать значительно тяжелее. Злоумышленнику необходимо знать ваши паспортные данные раз, изготовить паспорт, чтобы был похожий на вас, фальшивый два, и загримироваться так, чтобы быть похожим на вас на фотографии 3. Это очень тяжело, но тоже возможно. Но намного проще атаковать предоплату, а не контракт. Да? На предоплате паспортные данные не подвязаны. И для того, чтобы провести аутентификацию, то есть подтверждение личности, что вы являетесь владельцем номера, оператор попросит вас назвать 5 входящих, последних 5 последних входящих и исходящих номеров. Если злоумышленник спровоцировал вас и получил эти данные, он тут же их называет. Карточка перевыпускается за небольшую плату. Ваша, соответственно, блокируется, и злоумышленник получает новую сим-карту с вашим номером. К чему это может привести? Если номер красивый, то его можно продать. Если номер обычный, но к нему подвязана ваша уже банковская карточка или даже несколько банковских карточек, то злоумышленник может получить данные, вернее, доступ к вашим этим банковским карточкам и увести у вас деньги. Как от этого можно защититься?
Лучше, конечно же, переходить на контракт, да, вот, где будут ваши подвязаны паспортные данные, и при аналогичной процедуре вам придется показывать еще паспорт. Это раз. Во-вторых, карточки желательно разделять. Под банки лучше выделять отдельные сим-карты, с которых вы не будете звонить. Они будут у вас только сервисную роль под банк, значит, отыгрывать. А для обычных звонков вы другие сим-карты используете и эти карты не путаете. Это два. Ну и в-третьих, например, если вы замечаете, что вас стимулируют звонками на какие-то непонятные номера, вот, то в этом случае, допустим, вы уже 4 звонка сделали, да, на непонятные номера, да, то позвоните пятый звонок, сделайте своим знакомым, вот, или близким, да, или себе на второй номер, например, перезвоните, просто чтобы разбавить вот эти 5 номеров своим звонком, и зумышники, чтобы не смогли догадаться, кому именно вы, собственно, звонили в этот момент. Вот это 3. Идемте дальше. Значит, и поговорим чуть подробнее об атаке разведывательной. Да? Значит, какие существуют технологии для сбора данных. Злоумышленники могут притворяться всякими социологическими службами. Они могут спрашивать у вас вопросы, задавать о президента, ну, про президента, там, довольны вы, недовольны, что бы хотели бы поменять и так далее. Да? Это может быть про качество связи, мобильность, про качество мобильной связи, про президента, про все что угодно. Опять-таки цель выудить у вас как можно больше ваших личных данных. Или это может быть, например, лотерея, что вы выиграли, куда присылать приз, да, вот. Не вздумайте называть ваш домашний адрес или какие-то другие конфиденциальные данные. Даже имя, вообще ничего не говорите. Чем больше информации о себе вы скажете злоумышленникам, тем легче вас будет атаковать. И хочу привести пример. Моя одна знакомая была атакована по телефону. Злоумышленники, когда ее атаковали, они хорошо подготовились. Сразу хочу сказать, что атака не удалась. Да, вот, просчитать все невозможно. И злоумышленники просчитались в некоторых, скажем так, аспектах. Вот. Но когда злоумышленники атаковали, у них была информация о том, что в данной квартире есть зарегистрирован телефонный номер. Да, это был городской номер. Далее, в этой квартире проживает пенсионер, вернее, как женщина предпенсионного возраста. У них также была информация о том, что у этой женщины есть дети, да, вот, и пол этих детей, да, что это девочка. Вот, что этой девочке там за 20 лет, да, то есть взрослая, что живет она отдельно. Вот, и даже было имя. Вот, настоящее имя знакомое я сейчас не буду проговаривать, назовем это условно Анна, что ее зовут Анна. Вот, и в 2 часа ночи раздается телефонный звонок. Да, вот эти злоумышленники атаковали. Сразу хочу сказать, почему атака не удалась. Да, ну, так уж получилось, что хоть в этой квартире была прописана женщина предпенсионного возраста, реально она проживала в другом месте, да, вот с бабушкой, да, а в этом квартире как раз проживала моя знакомая. И вот раздается телефонный звонок, в 2 ночи поднимается трубка, и голос женский говорит: мама, это Аня, я сбила человека насмерть, у меня проблемы, помоги. И после этого мужской уже голос, да, говорит, что вот это можно быстро порешать, вот это будет стоить какую-то сумму денег, вот, и моя знакомая сказала: так подожди, это ж я Аня, да, вот все. На этом атака захлебнулась. Вот. Но если бы а, как вот по сценарию, да, у этих злоумышленников, да, маме звонят, у дочери проблема, вот, тут же мама перезванивает дочери. Дочь в этот момент спит, естественно, в 2 часа ночи. Телефон у нее либо выключен, либо поставлен на беззвучный режим. Проверить информацию эту невозможно. Вот, эмоции. На эмоциях человек может делать безрассудные поступки. Вот. И тут, конечно, надо, чтобы еще у этой женщины предпенсионного возраста были деньги. Да, и чтобы деньги были не в банке, да, а лежали дома под подушкой, да, условно говоря. И когда ряд факторов бы сошлось бы, да, что у женщины есть деньги, женщина не может проверить, да, значит,
правда ли неправда, что проблема ее дочери, вот, то она готова, собственно, встретиться со злоумышленниками и эти деньги передать. Учитывая, что такая схема развода была достаточно долго, вот, несколько раз было упоминание и в новостях, вот, и лично моя знакомая с этим столкнулась, то злоумышленники все-таки какие-то деньги смогли заработать, да, на такой ситуации. Ну и хочу сказать, что у этой атаки есть имя. Вот у атаки по телефону есть имя. Название, вернее, называется это вишинг. И она является подвидом фишинга. Да? Что такое фишинг? Да? Это когда злоумышленник выдает себя за другого человека, за либо другого человека, либо другую организацию. Вот. А вишинг это тоже, когда злоумышленник себя выдает за другого человека, либо организацию, но делает это исключительно по телефону, без применения компьютерных средств. Ну, а у меня на этом все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал. Пока.